Всем привет, зрители канала. Сегодня выбрался на коп. 8 июля, жара стоит, плюс 35 в тени, если не больше. Мы ехали, было уже 35, сейчас, наверное, еще больше к обеду. Выбрались в лесок недалеко от города. Будем искать по этому лесочку. Лес у нас старенький такой, надеюсь, будут и находки старые. В общем, что будет попадаться, покажу в процессе копа. Наконец-то первый сигнальчик хороший, а то все осколки, всякий шмурдяк, проволока. Так, это у нас копеечка, так, копеечка. Походу поздняя. Да, поздняя, даже не разглядывается ничего. 1960 какой-то год. Сейчас чуть-чуть потру. Вот видно, 1967 походу. Да, 1967. Ну ладно. Первая монета, можно сказать, с почином за сегодня. То вообще ничего не попадается в этом лесочке. Вот лес такой. По нему и ходим, ищем. Ну, буду дальше искать. Что будет попадаться, буду показывать. Вышел вот такой поляне, думал, а тут, видать, старый пруд в лесу около деревни. Вообще весь зарос, в лесу находится вот таком. Вот, все заросло. Уже даже на пруд не похоже. Можно сказать, даже низина. Вот видно, не видно. Там низина такая, типа пруда с водой еще чуть-чуть. Вот так он идет туда чуть-чуть. И он там заканчивается вдали. Вот похожу тут вокруг пруда, может, потеряшки какие-нибудь были. Деревня-то старая. Рядом. Ну все. Буду искать дальше. Около пруда отошел метров, наверное, 20. К деревне ближе. Хожу вот с новой катушкой. Забыл сказать вам. Смарс на 12,5 килогерц. Вот выпала монетка такая. Так, еще не смотрел, что это такое. Будем сейчас смотреть. Земля вообще сухая. Не знаю, какие тут могут грибы быть. Как все находят грибы. Сухая я хожу, вроде нет грибов. Хоть уже июль. Так, это у нас вообще непонятно что. Комары летают, кусают. Не видно ничего. Сейчас попробую почистить и вам покажу. Почистил чуть-чуть эту монетку. Сильно, конечно, не удалось тут рассмотреть. Но удалось рассмотреть, что это щитовик. 20 копеек СССРовских. И 1931 год. Еле рассматривается он там. Вот тут вот. Плохо видно. Вот тут сзади вот так. Вот такая монетка попалась. Ничего, буду дальше искать. Правда, тут много в этом лесочке гильз, осколков. Вот, приходится ходить уже близко около деревни. Прям метров, наверное, 20 до деревни, наверное, тоже осталось. Вот между прудом нашел и деревней монетку. Иначе ходили к пруду. Все, дальше пойду искать. Вот такой овражек. Тут недалеко, прям наверху сигнальчик. Четенький такой. Ну, правда, может и фольга быть, конечно. Потому что ближе к нулю. Ну, буду смотреть, что там у нас сигнальчик. Я еще показывать, что наверху. Сейчас будем смотреть вместе с вами.
Где-то. Не выкопал. Так, ямки, что ли? Наверху показывал. Ну, нет, наверху ничего. Сейчас буду. Так. Ага, пин был не включен, оказывается. Вот так бывает. Пин не включил. Так, тут нет. Тут тоже не видно. Хоть и показывает наверху прибором. О, прям лежит. И пин что-то не хочет показывать. Он прям лежит. Чешуйка. Вот так бывает. Вот. Первая онлайн чешуйка. Так, что это у нас? Что у нас за чешуйка? Так. Так, на коне с мечником. Да, мечник. Деньга получается, если не ошибаюсь. Так, а чья она? Князь. Князь. А дальше непонятно. Ну, в описании вот закину вверху, сбоку будет чья это чешуя. Найду обязательно, выставлю. Привяжу к видео вверху, сбоку. Вышел из леса, где я чешую поднял. Покрутился вокруг, вообще тишина. Сигнальчиков больше нет вообще никаких. Ну что, пойду по дороге этой. Может, какие-то интересные сигнальчики будут. Вот потеряшки. Пойду до самой деревни. Ну, правда, я думаю, деревня заросшая, в траве стоит. Она там на полянке такой. Ну, покрутимся там вокруг, значит. А там еще домбировано было раньше, еще в СССР. Папа посмотрю. Вот вокруг что-то будет интересное. Обязательно сниму. Ну все, отключаюсь, буду дальше искать. Добрался вот по дороге до деревни. Вот такой бурьян стоит на этой деревне. Травы по пояс. Вокруг вот такие молодые деревца. Вот маленький березняк какой. Правда, там тоже травы приличненько. Вот так. Горчение, конечно. Походить вообще невозможно. Жара стоит, кошмар просто. Около деревни в Березничке вот таком попалась. Так, вот такая медная цепочка. Непонятно от чего. Вроде рядом ничего больше нет, кроме нее. Не знаю, может, часы какие-то держались на них. Вот еще что. Всякое могло быть, я думаю. Вот от карманных, а может и нет часов. Вот так хожу по этому березничку, где травы мало. Что-то сигналов еще попадается. Сейчас еще до конца, там до низа дойду. Посмотрю, можно перейти через речку мелкую или нет. Вот, в другой лес. Ну или, если не будет невозможно, пойдем по дороге заросшей. Может, там что-то будет попадаться. Добрался до низа деревни. А тут такая типа речушка. Ну, правда, не сильно глубоко, но неприятная. Особенно, когда нет резиновых с собой в кроссовках. Вот такая, можно сказать, речушка в лесу, около деревни. Ну, надо как бы вот туда попасть. Попробуем, наверное, как-то перейти, поискать деревья получше. А то эти
Это не деревья, надо дальше пройтись чуть-чуть. Ну ладно, как перейду, обязательно сниму это. В итоге не смогли пройти, найти подходящих деревьев, чтобы пройти через эту речушку, так можно сказать. Не решились у всех МД наземные. Если что, утопить неохота. Сейчас разворачиваемся по лесу и ближе к дороге, которая заросшая. Наверное, пройдемся и будем возвращаться уже домой. Ну, пока еще до дороги не добрались от речки. Вот такие тут заросли. Куча деревьев повалены. Валежник, можно так сказать, никому не нужный. Вот. Ну вот так у нас все заросло. Все, буду дальше пробираться. Добрался до этой дороги наконец. Заросли всякие, страшно. На этом копать, конечно, жестко, особенно в жару. Сейчас по этой дороге, заброшенной царской, пойдем. Тут, правда, метров 800 километров до поля. По полю, по дороге уже будем идти до песчанки. Наконец-то выбираться из этих джунглей. Вот таких. Ну ладно, все. Под конец уже копа, уже выходили. Почти вышли. Попалась монета. Вот такая. Сейчас посмотрим вместе с вами, что за монета. Так. Ранний совет, похоже. Так, что-то она больно лысая какая-то, что ли. Вот. Сейчас, наверное, почищу чуть-чуть и покажу. А то что-то не видно вообще ничего на ней. В общем, как я и не чистил, ничего хорошего с этого не получилось. Ну, понятно, что это ранний совет по цвету и гербу. Вот тут чуть-чуть просматривается все. Ну, судя по монете, и что вот тут у ноля где-то я видел. Вот, 5 копеек, наверное, все-таки 1930 год, наверное. Но это тоже не точно, приблизительно. Просматривается там 0 в конце. Ну, в общем, убитый советик под конец выпал. Ну ладно, рада и этим находкам. В той же ямке сигнальчик еще, где 5 копеек 1930 года выкопал. Вот еще один сигнальчик. Возможно, советина. Еще одна. Ну, буду выкапывать. Сейчас посмотрим, что будет. О, да, камень. Ну, кошмар. Надеюсь, уже не рубану. Ну, правда, 5 копеек 1930 года была убитая. А, пристертая почему-то. Так, что-то тут не очень видно, одни корни. Наверное, придется спину проходить, чтобы не рубить корни. Вот вроде близко. Сейчас будем попробуем найти пину. Так, где заиграл? Так, тишина. Вот. Вообще непонятно, где он. Этот сигнал вообще не достает почему-то. Хоть 5 копеек было рядом. Наверху почти. Что там 5-6 сантиметров, наверное. А это чего-то нету. Где сигнала? Сейчас попробую лопатой как-то подкопать. Так, где выключу. Сейчас включу. Так. Пытаюсь раскопать все это. Правда, корней тут просто тьма.
Так. И представьте, никак выкопать не могу. Там внизу корни, и все, ничего не сделаешь прям. Так. Сейчас попробуем все-таки как-то выцепить ее. О. Где-то тут, где-то тут. Ну, правда, тут кучу корней. Это да. Где-то тут. Что-то ее не видать. О, вот тут покажи. Вот она. Монетка ребром чуть-чуть стоит. Прям под корнем. И вот монетка. Вынимаем. Так. И смотрим, что это. Опять какой-то советик. Ты не поймешь, какой гнутый весь. Вот такой совет. Гнутый. Я сейчас его, наверное, почищу. Попытаюсь разглядеть, что это за монетка. Ну, это понятно, что ранний совет какой-то. Почистил эту монетку, как мог. Она вот отгнутая почему-то. В корне было. 1932 год. 20 копеек. Щитовик. Вот такой он. Медно-никелевый. Монетка такая медно-никелевая. Сзаду вот так. Ну, сзаду очистится, понятно. Немного гнутая, вон видно, что она кривая такая. Не знаю, что с ней тут делали. Что одна стертая, что вторая вот такая гнутая. Не знаю. Ну ничего, тоже находка. В общем, итог сегодняшнего копа вот такой у нас. Получается, я накопал цепочку. Не поймешь, то ли от часов, то ли от чего-то еще. Непонятная цепочка. Может от чего угодно быть. Часть ложки вот. Ручка отломана алюминиевая. Ложка СССРовская, наверное. Так, это стертый напрочь 5 копеек 1930 года. Это у меня копеечка 1967, поздний СССР. 20 копеек. Щитовик получается 1932 года. Гнутый. Это тоже 20 копеек. Да, 20 копеек щитовик 1931 года. Видите как? 31 и 32. Вот такая чешуйка. Деньга. Такая. Садник такой четкий прям. Ну вот, сегодня вот так покупал. Вот такой сегодня улов, можно сказать. Ну ничего, жара, правда, была. Так неплохо отдохнули вроде. Единственная жара и заросли. Все позаросло. Вот такая трава на поле, которым мы вышли к полю, к этому. Вот такое здоровое поле. Все в бурьяне. Колхоз не хочет пахать. Никто ничего не хочет. Ну, что ж делать. Может быть, когда-нибудь спашет это поле большое. Ну все, до встречи в новом видео. Всем пока.